Стоит ли девушке платить за обед в ресторане, если ее пригласили на первое свидание? Кто оплачивает первое свидание? И должен ли мужчина платить за все? Девушки бывают разные. Кому-то важно, чтобы мужчина был финансовой подушкой безопасности, чтобы мужчина обязательно был добытчиком, зарабатывал, обеспечивал, и ей не обязательно было работать. Или если даже она работает, то все равно, чтобы мужчина зарабатывал минимум столько, чтобы они вместе комфортно прожили. Если вы относитесь к этой категории женщин, то, конечно, платить за себя в ресторане не стоит, потому что если вы это сделаете, даже свою просто половину оплатите, то вы можете войти в отношения с человеком, который вдруг считает, что женщина должна обязательно тоже зарабатывать, и все семейные траты нужно делить. Не нужно привлекать тот тип мужчин, который вам не подходит. Если вы женщина, девушка, которая карьеристка, работает, которой не важно, чтобы мужчина мог финансово покрыть все затраты в семье, которая готова делить с ним финансовые затраты пополам, тогда вам имеет смысл предложить оплатить свою половину и посмотреть на его реакцию. Потому что если он согласится, такое возможно, особенно с иностранцами, то вам будет ок, вам такой подходит. Если вы относитесь к женщинам, к девушкам, которые очень карьеристки, сами хорошо зарабатывают, ей не обязательно, чтобы мужчина, в принципе, зарабатывал, ей бы подошел и такой уклад семьи, где она, например, работает, развивается в карьере, родила ребенка, посадила мужчину дома с ребенком, он устраивает быт, а она зарабатывает. Это тоже ок для нее. Тогда тоже есть смысл предложить оплатить. Тогда, в принципе, можно и весь оплатить. Я здесь говорю вполне серьезно, я не шучу на эту тему, не высмеиваю ни в коем случае никакой из вариантов, потому что все эти три варианта нормальны. Вопрос, чего вы хотите. То есть нужно перед тем, как идти на свидание, четко обозначить для себя позицию. Какой мужчина вам подойдет из этих трех групп, какой не подойдет. Безусловно, если вы заплатите за ужин, обед, завтрак на первом свидании полностью и за себя, и за мужчину, то, скорее всего, вы привлекаете к себе, входите в отношения с альфонсом. Но, может быть, кому-то это нормально. Мы не разбираем, дальше, как это может разворачиваться. Точно так же, как и нормально, если женщина не хочет работать или хочет работать только в удовольствие, не привязываясь к тому, достаточно ли она зарабатывает, чтобы покрыть хотя бы половину семейных затрат, то эта женщина не будет платить за себя даже в ресторане. То есть, если вдруг так сложится, что нужно, наверное, заплатит, но не пойдет дальше на свидание с этим человеком. Соответственно, если вы готовы в семье вкладываться в финансы и покрывать расходы вашей будущей семьи, то есть смысл предложить заплатить половину и посмотреть, как мужчина отреагирует. Если не готовы, то и предлагать не стоит. Ждите, что мужчина заплатит. Но может оказаться так, что он предполагает, что вы заплатите за себя. Редко, но такое бывает. В России редко, в Европе часто. Поэтому лучше, когда вы оказываетесь в ресторане и заказываете, посмотреть, что заказывает он. Может быть, как-то отзеркалить. То есть, если он берет одно блюдо, то вы тоже одно. Если он берет два, вы тоже два. И все-таки быть готовы к тому, что, может быть, вам придется заплатить. Не заказывать что-то дороже, чем вы можете себе позволить. А если вдруг он предлагает вам в дорогом ресторане какое-то дорогое шампанское и блины с черной икрой, которые стоят очень дорого, и прям уговаривает: да нет, давай попробуем, здесь это вкусно. Я бы сегодня, я, конечно, 10-15 лет назад, наверное, повела бы себя иначе, когда я ходила на свидание, но сегодня я бы точно прямо ему и сказала: давай все точки над «и» расставим на всякий случай, ты платишь за счет или мы вместе, как ты себе видишь окончание нашего обеда, завтрака и ужина. Поэтому, если есть какие-то сомнения, вопросы, их лучше сразу прояснять. В этом нет ничего плохого, странного, не нужно стесняться. Главное, чтобы вам было комфортно, и чем больше вы понимаете, тем вам легче. Чем вам легче, тем привлекательнее вы для вашего партнера. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы, спускайтесь ниже в комментарии, пишите вопросы, я их читаю комментарии, стараюсь отвечать на ваши вопросы. До встречи!